Всем доброй ночи, друзья мои. Я представитель той нации, которая много тысяч лет доказала всему миру, что имеет право называться одной из древних наций. Нация, которая созидательна, нация, которая внесла огромный вклад в мировую историю, культуру, литературу. Нация, которая создала множество новшеств. Те же армяне Турции, которые первыми в истории Турции создали османский переводчик, которые собрали древнеосманские слова, разработали новые течения для изучения тюркского языка. Нация, которая в России, например, известна как созидательная, создающая. Много наших ученых, которые создали, начиная от оружия и заканчивая медицинскими новшествами, которые спасали множество жизней, спасают до сих пор. Но несмотря ни на что, наш народ перетерпевал и перетерпевает бедствия. Очень многие наши трагедии, трудности используют, спекулируют для того, чтобы шантажировать друг друга и великие державы в том числе. Может, в чем-то и наша вина есть, что мы где-то даем слабину. Ну, как бы там ни было, есть такая поговорка: все народы во время войны уходят из своей родины, и только армяне во время войны возвращаются туда умирать. Нас учили так с рождения. Кем бы ты ни был в этой жизни, не важно, кто ты. Шофер ты, ученый, да хоть ведьма. Всегда помни о своих корнях. Прежде всего, я армянка. Только после я. Женщина, человек, личность и так далее. Наверное, каждый из нас воин Родины. Почему? Потому что у нас не было иного выхода. Мы веками сражались за свое место под землей. Рядом с нами создавали на наших землях свои республики. Все больше и больше захватывая и желая больше и больше. Чем больше мы им отдавали, тем сильнее их аппетиты были. К сожалению, сейчас 21 век, и век точно такой же подлости, точно таких же интриг, как и было много веков назад. Но я всегда говорила и повторяю, что я верю в силу своей нации, своего народа. У нас есть воинский дух, и он всегда побеждает. Но невзирая ни на что, иногда время от времени стоит попросить за свой народ. Перед вами книга «Тигран Великий» на армянском языке. Самые древние символы, самый нужный символ Армении, который у меня есть, это наши буквы. Наши буквы – это та самая спасительная армия, которая не дала пропасть нашему народу. Когда полуголодные матери на песке чертили детям армянские буквы, чтобы они не забыли об этом. Когда, умирая, говорили ребенку: когда я умру, ешь мое тело, чтобы выжить. Народ, который настолько уважал и любил письменность, что готов был вместо денег, вместо золота спасать книги на себе.
Я люблю свой народ, я люблю свою родину, я люблю все, что связано с моей Арменией. И я считаю, что только таким образом я могу любить и уважать другие народы. Потому что человек, который не уважает, не любит свои корни, он изгой в этом мире, и он не способен любить кого-либо и ценить, если он свою не ценит. Этот ритуал может совершить любой человек, который неравнодушен к Армении, к армянам. Этот ритуал может совершить любой человек армянских кровей и армянского происхождения, и тем самым усилить то, что я провожу. У меня этот ритуал отнимет огромную силу. У обычных людей не отнимет особо ничего, кроме, может быть, малой такой энергии. Ну, усилит мои слова. На самом деле это, наверное, самое малое, которое можно сделать для своей страны. Попросить те силы, что над нашей Родиной, помочь исправить ситуацию, привести нас к какому-то единому решению и улучшить жизнь и качество жизни нашего народа, который на самом деле не только у нас такая вот ситуация, и везде такая ситуация на самом деле. Признаемся, что и в России-то не особо веселая ситуация, правда, если учесть, что на севере вообще спивается целое селение, районы, там уже опустошаются города, и люди мечутся без средств, без ничего. Везде такая ситуация, но в любом случае я сегодня хочу попросить за свою нацию, за свой народ, за свою родину. Наши предки, мой дед как-то, рассказывая о нашей другой Армении, как мы называем, духовная Армения, это души предков. У армян есть такое предание, что каждая нация, уходя, то есть люди, умирая из каждой нации, собираются воедино там, создавая еще одну страну там, в небесах. И мой дед говорил, что, учитывая, сколько нас уничтожали, убивали за века, наша страна там больше всех. Может быть, слабое утешение, но все же, если учесть, что души предков приходят в тяжелую минуту и спасают живых, наверное, не так уж и слабое утешение. Во время Великой Отечественной войны вы знаете, что в Европе вообще на кладбище зажигались огни. То есть там постоянно было светло, горели лампочки. И вот когда во время войны бомбили окраины европейских городов, да и вообще города, ну, в окраинах просто прятались в основном количество людей. И как-то кому-то пришло в голову на кладбище зажигать свет. Поскольку кладбище сверху птичьего полета напоминает такие дома, склепы, то немцы думали, что это жилые дома, и бомбили кладбища. Вот мертвые спасали живых, принимая на себя удары бомб. Может быть, в этом случае тоже мертвые души невинно убиенных, великих царей, полководцев, патриотов нашей Родины встанут воедино и помогут живым в эти трудные дни. Будем надеяться. Но я бы хотела призвать всех армян, которые любят нашу Родину. Если вам не трудно, проведите этот ритуал. И наша энергия соединится воедино и поможет нашей стране. Поможет, потому что мы переживаем опять исторический период и нелегкие времена. Это самая малость, что мы можем сделать, благодарность за то, что погибали за века наши лучшие сыны. Итак, возьмите любой символ Армении, что вам напоминает о родине, зажгите 2 свечи, можете любого цвета. Я зажгла свечу красную, как любовь и преданность, и черную, как
таинство, история, древность. Зажгите благовоние и начните всей душой просить силы, покровительствующие нашей нации, чтобы они о нас вспомнили. И они о нас вспомнят. И я вас уверяю, что все решится в нашу пользу. Просто нужно любить, болеть всей душой за родную землю. У нас другой родины нет. Устраивает нас что-то, не устраивает. Это наш народ и это наша родина. Другой у нас нет и не будет. Я по праву крови обращаюсь к богам армянского народа. Я обращаюсь к духам предков. Я прошу их защитить землю нашу и наш народ. О боги родной земли, я знаю, вы поможете. О Отец армянских богов Арамаст, о Бог, дарующий храбрость и победу Вааган, о Матерь богиня народа армянского Златокудрая Анаид. Откройте врата вечности и отправьте на землю армян души павших героев и великих сынов, души невинно убиенных за века детей духовной Армении, которые там, в небесах вечности. По праву крови голос мой пусть доходит до престола богов армян, и снизойдут на землю души героев, преданных детей народа армянского. Дайте силу и укрепите дух живых, дайте благо отчизне. Спасите от бед, заберите с собой предателей и усильте героев. Я прошу наших богов, я прошу родных духов, я прошу разум вселенский услышать нас. Мы отдали долг свой слезами, кровью и горем. Мы отдали в жертву многих своих братьев и сестер. Вселенская справедливость, останови наши беды. Поверни лицо судьбы в нашу сторону. Соединитесь воедино, духи предков армян, души героев армян, души великих властителей армян, души ушедших сынов и дочерей армян. Соединяйтесь воедино во имя Отечества и помогите. Я верю, я знаю, что будет услышана наша просьба. Да будет так. Проведите это несложно. И пусть это будет подмогой нашей Родины. А это будет подмога, я вас уверяю. Это не исчезнет просто так. Всех благодарю.